этом году компания Honda представила две новинки уличных скрэмблеров CL500 и одноцилиндровый CL250. Эти две модели отдают дань уважения оригинальной линейке скрэмблеров CL, выпускаемых в 60-70-х годах. Воочию на них вы можете посмотреть в прошлых моих выпусках о Honda CL450, а также Honda CL400. Ссылочки будут в описании под видео. Сегодня мы рассмотрим старшую модель Honda CL500, которую компания позиционирует как форму самовыражения. Мотоцикл действительно привлекает внимание и позволяет его владельцам выделяться из толпы. CL500 в первую очередь нацелен на молодое поколение, ценящее стиль. Этот мотоцикл разработан так, чтобы идеально вписаться в образ жизни владельца, с возможностью ежедневных поездок на работу, долгих поездок на выходные, а также легкого бездорожья. Как уже, я думаю, многие заметили, новинка основана на модели Rebel 500, но, конечно же, с некоторыми изменениями. Например, для размещения более высокого сидения на уличный скрэмблер установлена новая секция подрамника, которая приварена, а не прикручена к основной раме, и расположена значительно выше, обеспечивая переставленные верхние крепления для двух задних амортизаторов. Наряду с плоским сиденьем высотой 790 мм и высоко установленным глушителем в ретро-стиле, это превращает пропорции мотоцикла из низкого городского круизера в высокий универсальный мотоцикл. Также в угоду стиля был изменен и бак, который получил более плавные пропорции и больший объем, составляющий 12 литров. Плюс к этому, по сравнению с Rebel, колеса CL500 стали больше, вместо обоих 16-дюймовых появилась 19-дюймовая спереди и 17-дюймовая сзади, благодаря чему увеличился дорожный просвет до 155 мм. Благодаря своей мощности Honda CL500 прекрасно подходит для европейских мотоциклистов с лицензиями А2, то есть это мотоциклы с мощностью не более 47 лошадиных сил. Всем уже знакомая по другим моделям компании рядная 471-кубовая двойка выдает 46 лошадиных сил максимальной мощности и 43 ньютон-метра крутящего момента. Также стоит отметить, что несмотря на тенденцию к коленчатым валам на 270 градусов в таких двигателях, CL500 использует более традиционный 180-градусный кривошип с балансировочным валом для обеспечения плавности хода. Проверенная и надежная силовая установка получила небольшую модернизацию. Для CL500 была обновлена схема впрыска топлива, а также появился новый впуск и выпуск. По сравнению с Rebel 500, CL500 получил дополнительный зуб на задней звездочке, чтобы уменьшить общую передачу и улучшить ускорение. Шестиступенчатая коробка передач со вспомогательно скользящим сцеплением осталась без изменения. В снаряженном состоянии новый городской скрэмблер весит 191 кг, что на 1 кг больше, чем у Rebel. Разгонные характеристики пока неизвестны, но я думаю, они будут идентичны донору, а именно около 6 секунд до сотни и максимальная скорость около 180 км в час. А вот средний расход топлива Honda заявила как 3,8 литра на 100 км, что при баке в 12 литров обещает запас хода в 300 км. Мотоцикл в стиле скрэмблера должен справляться со всем, от неровных городских улиц до ухабов на грунтовых дорогах. И целью разработчиков было создать легкое отзывчивое управление с подвеской, способной амортизировать удары.
За это отвечает обычная передняя 41-мм телескопическая вилка с классическими черными пыльниками, которая обеспечивает ход колеса в 150 мм. Сзади установлен простой элегантный трубчатый маятник диаметром 45 мм с двумя амортизаторами, ход колеса 145 мм. Подвеска CL500 настроена так, чтобы обеспечить мягкую комфортную езду независимо от дорожного покрытия. За торможение отвечает слегка увеличенный в диаметре с 296 до 310 мм передний диск с двухпоршневым суппортом. Сзади тоже 240 мм диск с однопоршневым суппортом, ABS в базе. Что касается освещения, то оно прямо от Rebel. Это фара с 4 светодиодами в круглом корпусе, над которой расположена простая круглая панель приборов с ЖК-дисплеем. На нем отображается самая необходимая информация: спидометр, индикатор передачи, запас топлива, часы, одометр и контрольные лампы. Мировые продажи Honda CL500 стартуют весной 2023 года, поэтому точная цена пока неизвестна. Однако, если исходить из стоимости Rebel 500, то CL500 будет стоить примерно столько же, около $7000.